Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по самым удивительным улицам нашей планеты. Знакомые нам с детства улицы мало чем отличаются друг от друга. Но представьте себе, что есть такие улицы, над внешним видом которых постарались изо всех сил. В этом видео мы покажем вам самую извилистую дорогу в мире, место, где снимали знаменитую «Игру престолов», самую яркую улицу Лондона и дорогу, ведущую к самой высокой точке Парижа. Каждая улица имеет свою уникальную архитектуру, неповторимую изюминку и привлекает туристов со всего мира. Готовы ли вы отправиться в увлекательное путешествие и узнать больше о самых удивительных улицах на Земле? Тогда давайте начнем. Ломбард-стрит, Сан-Франциско, США. Пожалуй, самая известная улица Сан-Франциско и самая извилистая улица в мире. Кривой участок имеет всего 180 метров длины и целых 8 поворотов. Причем все повороты под острым углом. Дорога вымощена красным кирпичом, а участки между поворотами украшены зеленью. Если смотреть на Ломбард-стрит снизу или сверху холма, можно наблюдать практически бесконечный поток машин, которые движутся очень медленно, пытаясь преодолеть извилистый отрезок. Для пешеходов по улице устроены ступени, которые не имеют такого большого количества поворотов. Зачем же было делать такую необычную и неудобную улицу? Таким образом, строители пытались сгладить подъем в 27 градусов, чтобы улица не была слишком крутая. Тоннель Глициний, сад Кавати-Фудзи, Япония. Японский город Китакюсю славится волшебным садом с тоннелями, обрамленными гроздями китайской глицинии. Лианы с удивительными цветами заполняют сад Кавати-Фудзи, создавая нереальные футуристические образы. Жесткие, практически одеревеневшие стволы, увешанные гроздьями цветков разнообразных оттенков, издают тонкий сладкий аромат. Так и хочется, чтобы этот тоннель не заканчивался никогда. При этом внешний вид тоннелей постоянно меняется. В зависимости от времени года и освещения они окрашиваются в разные цвета от белого до голубого и пурпурного. Синие улицы, Шефшауэн, Марокко. Представляем вам самый синий город в мире. Здесь здания сливаются с небом, а узкие улочки напоминают морские волны. И это не сказочный, а реально существующий город, расположенный на северо-западе Марокко. Узкие, сбегающие вверх и вниз улочки, многочисленные повороты, не похожие друг на друга дворики – все это окрашено известью и синькой. Лабиринты улиц имеют фасады в стиле испанской и мавританской архитектуры. Не город, а рай для фотографа. Более того, даже местные жители предпочитают носить одежду лазурного цвета. Откуда же взялась такая любовь к синему? Дело в том, что здесь живет много евреев, для которых синий цвет священный и ассоциируется с Богом. Королевская миля, Эдинбург, Шотландия. Королевская миля, по сути, представляет собой 4 улицы в сердце Эдинбурга: Касл-Хилл, Лоун-Маркет, Хай-Стрит и Кэнонгейт. Подобно Рыбьему хребту, от этих улиц расходятся небольшие улицы и тупики, которые тоже относят к миле. Королевская миля проходит между двумя важными местами в королевской истории Шотландии – Эдинбургским замком и дворцом Холли-Рут. Общая длина улиц между замком и дворцом составляет почти ровно 1 шотландскую милю – 1,8 километра, отсюда и название. Миля усыпана сувенирными лавочками, магазинчиками с виски, интересными музеями и сказочными кафе, в которых особенно уютно прятаться от вечной шотландской мороси. Дарк Хеджес, Северная Ирландия, Великобритания. В существование этой буковой аллеи трудно поверить, но это не монтаж. Таинственная аллея растет неподалеку от деревни Армой в североирландском графстве Антрим уже более 250 лет. Аллея была высажена членами семьи Стюартов в XVIII веке для того, чтобы впечатлять гостей, направлявшихся в их семейное поместье Грейс-Хилл-Хаус. Со временем буки разрослись так, что образовали арку, через которую не проникает солнце. Эта арка приобрела гораздо большую известность, чем само поместье. Во втором сезоне «Игры престолов» Дарк Хеджес стала королевским трактом, по которому убегала из королевской гавани Арья Старк после казни ее отца. Кроме того, местные буки засветились в фильме «Трансформеры. Последний рыцарь». Нилс Ярд, Лондон, Великобритания.
Вы до сих пор считаете, что Лондон серый и угрюмый? Вы просто не посещали Нилс-Ярд. Нилс-Ярд — это небольшой переулок в лондонском Ковент-Гарден между Шортс-Гарденс и Монмаус-Стрит, который выходит во внутренний двор. Он назван в честь застройщика 17 века Томаса Нила. Этот живописный анклав является обязательным местом посещения, если вы ищете яркие и экологичные магазины и рестораны. Здесь царит гостеприимная атмосфера, стоят красочные здания и стелятся мощеные улицы. Местные двери, оконные рамы, скульптуры, лавочки и клумбы выкрашены во все цвета радуги, да и персонажи, которые проводят здесь время, не уступают по колоритности. Вишневый тоннель, Бонн, Германия. Мы нашли идеальное место для фото в Инстаграм. Цветущий тоннель между уютными улочками Херштрассе и Брайтештрассе в немецком городе Бонн. Весной, в период цветения вишни, сюда съезжаются туристы со всего мира. Простые улочки старого района города всего на несколько дней превращаются в нечто необычайно красивое и незабываемое. Все заливается розовым цветом. Во время цветения вишни здесь проходят ярмарки, фестивали и концерты. Под розовой сенью разместилось множество уличных кафешек, ресторанчиков и магазинов. А ночью сакуру подсвечивают фонарями, придавая ей особо сказочный вид. Вишневый тоннель — это едва ли не самое романтичное место в Германии для весенней прогулки. Кремье, Париж, Франция. Улица Кремье — это жилая зона с 35 одинаковыми домами, которые похожи на английские коттеджи с террасами. Она имеет 144 метра длины и 7,5 ширины. Старинная улочка, вымощенная камнем с обеих сторон, обрамлена красочными домиками, а в теплое время года их фасады украшают живые цветы. Домики строились во второй половине XIX века, а свое название улица получила в честь одного из самых известных горожан – адвоката и политического деятеля Адольфа Кремье. Жители гордятся своей улочкой и хорошо за ней ухаживают. Именно они инициировали, чтобы фасады покрасили в нежные пастельные цвета – зеленый, синий, фиолетовый, желтый, розовый. Орчард-Роуд, Сингапур. Орчард-Роуд – главная улица в столице Сингапура, длиной 2,2 километра. Ее название переводится как «дорога к фруктовому саду», ведь раньше на этом месте цвели пышные сады и плантации. В нынешнее время Орчард-Роуд является центром торговли и развлечений. Здесь расположено множество торговых центров, магазинов, баров, ресторанов, кафе, клубов, дискотек и развлекательных заведений. Также на Орчард-Роуд высажено много зелени, деревья, цветы в клумбах и горшках, кустарники. Ночью светят красивые городские фонари и яркие рекламные вывески, а на центральной улице часто проходят различные развлечения для жителей и посетителей города. Гулять здесь одно удовольствие. Вы не заметите, как пролетит день и как тихонечко похудеет ваш кошелек. Улица Монмартра, Париж, Франция. Монмартр — это 130-метровый холм на севере Парижа. Это высочайшая точка французской столицы, которая стала частью города в 1860 году. Улицы Монмартра вокруг холма являются одними из самых романтичных в Париже. Здесь снимались известные кинокартины «Амели», «Полночь в Париже» и, конечно, фильм «Признание. Париж, я люблю тебя». Несмотря на то, что этот район является одним из самых туристических, он сумел сохранить свое очарование и подлинность. Когда-то по этим улицам гуляли Ренуар, Пикассо, Модильяни и Ван Гог, а сегодня расположились галереи уличных художников, небольшие кафе, шумные кабаре и блошиные рынки. Центральная улица в Молевосе, остров Лесбос, Греция. Старый греческий городок Молевос без преувеличения считается одним из самых красивых мест в мире. Особенного внимания заслуживает главная улица поселения. Главным украшением этой старинной мощеной улочки являются глицинии, в период цветения которых улица сияет десятками оттенков фиолетового цвета. Когда глицинии цветут, их пышные кисти с цветами укрывают улицу приятной тенью. Мощеная улочка напоминает настоящий сказочный туннель. Также здесь можно увидеть множество уникальных старых сооружений, где располагаются интересные магазины и ресторанчики. Кроме того, Молевос является популярным курортом, и там можно не только насладиться красотами, но и отлично отдохнуть.
Улицы Альберабелла, Италия. На юге Италии, на побережье Адриатического моря, расположился маленький сказочный городок Альберабелла. Просто посмотрите, как он выглядит, словно кто-то перенес его в наш мир из сказки. В центральной части города улицы застроены домами трулли, каменными сооружениями под конусными крышами. Небольшие извилистые улочки пересекаются, образуя причудливый лабиринт, окрашенный всеми цветами радуги. Здесь все идеально сочетается: слепящая белизна трулли, лазурь прозрачного неба, рыжий цвет полей, розовый диких орхидей, фиолетовой виноградной лозы, розово-жемчужной граната, каштановой мушмулы и рубиново-алый свежих помидор, растущих возле некоторых домов. Прогуляйтесь по этим чудным улицам в ясный солнечный день. Вы будете в восторге. Улицы Миконоса, Греция. Подлетая к острову на самолете, вы уже можете увидеть живописную картину. Серо-коричневые камни и крошечные одинокие домики, выкрашенные в белый цвет. Миконос выделяется мощеными узкими улочками, тавернами, мелкими магазинчиками, кубиками домами с ярко окрашенными окнами и деревянными балкончиками, украшенными геранью и базиликом. В эту уютную атмосферу легко вписываются шикарные отели, дорогие магазины, изысканные рестораны и бары, шумные дискотеки и престижные ночные клубы. Гуляя извилистыми улицами, вы можете рассматривать архитектуру причудливых небольших домиков, вдыхать приятный морской воздух, осознавая, как прекрасна эта жизнь. Ну что, друзья, появилось желание увидеть хоть одну представленную улицу своими глазами? Если бы у вас была возможность прямо сейчас отправиться в путешествие, то куда бы вы полетели? Какую из представленных улиц вы бы посмотрели в первую очередь? Делитесь с нами в комментариях.